Приветствую, друзья! Всем крепкого здоровья и хорошего настроения! У меня большая просьба ко всем подписчикам моего канала: оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии и пожелания, для меня это очень важно, так как это придает мне стимул создавать будущие ролики. Заранее всем спасибо! Вспоминайте аромат жареной картошечки на подсолнечном масле из детства. Этот вкус знаком всем. Но подсолнечное масло – это не только вкусные воспоминания. Это еще и ценный источник здоровья, который веками используется в нашей культуре. Давайте узнаем, чем же оно так полезно для нас. Подсолнечное масло для нас самое любимое из всех растительных. Считается, что оно составляет около 2/3 внутреннего потребления пищевых и промышленных растительных масел в мире. Подсолнечное масло бывает рафинированным и нерафинированным, ароматным, бабушкиным. Подсолнечное масло – растительное масло, которое производят из семян подсолнечника при помощи холодного или горячего отжима. Подсолнечник красив, прост и неприхотлив по сравнению, например, с оливой. Если вкус оливкового масла зависит от множества составляющих, от типа почвы, на которой растут оливы, от погоды, от обработки урожая и даже от тары, наше подсолнечное масло совсем другое. Ароматное, нерафинированное масло методом холодного прессования может приготовить любой. Такой продукт вкусный, ароматный и полезный, в нем сохраняются практически все биологически активные компоненты. Как производится чистое подсолнечное масло? Если не вдаваться в нюансы, то процесс производства чистого подсолнечного масла включает 5 этапов. После сбора урожая семена подсолнечника очищаются от грязи и примесей. Специальные машины, такие как вибросито и магнитные сепараторы, удаляют листья и прочее, обеспечивая максимальную чистоту семян. Семена подсолнечника механически очищают от внешней оболочки черной лузги. Затем семена готовятся для регулировки температуры и уровня влажности. Этот шаг подготавливает семена к прессованию, что облегчает их обработку и увеличивает количество. Подготовленные семена подсолнечника прессуют для извлечения масла. Это можно сделать с помощью холодного прессования, когда семена прессуются при комнатной температуре, или горячего прессования, когда их сначала нагревают для высвобождения большего количества масла. Извлеченное масло фильтруется для окончательного удаления любых оставшихся примесей. Подсолнечное масло на крупном производстве возможно извлечь с помощью химических соединений, например, гексана. Это органическое соединение, относящееся к классу насыщенных углеводородов и входящее в состав бензина, помогает извлечь из сырья больше масла. Или выжимают масло из семян подсолнечника, измельчая их, дробя. Польза и вред подсолнечного масла. Подсолнечное масло в народной медицине участвует в лечении легочных заболеваний, тромбофлебита, зубной боли, хронических заболеваний желудка, кишечника и печени. Подсолнечное масло имеет множество преимуществ для здоровья, поскольку в нем содержится мало насыщенных жиров и много двух типов жирных кислот. Мононенасыщенные жирные кислоты способны снижать риск сердечных заболеваний. Есть в подсолнечном масле и богатое содержание витамина Е. Некоторые иностранные исследования свидетельствуют, что он может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. При этом витамин Е из продуктов питания более эффективен, чем из добавок. В чем еще польза подсолнечного масла? Сведения, опубликованные на Arthritis Foundation, официальном ресурсе Американского фонда лечения артрита, сообщают, что омега-кислоты, присутствующие в подсолнечном масле, помогают организму бороться с артритом. Они обладают противовоспалительными свойствами, поэтому облегчают боль. Только нужно помнить, что потребление подсолнечного масла должно быть умеренным. Подсолнечное растительное масло полезно и для иммунной системы, поскольку содержит линолевую кислоту, тип полезного жира. Если не получать ее в достаточном количестве, способность организма бороться с инфекциями и создавать новые клетки, скорее всего, будет снижена.
Многочисленные исследования показывают, что замена насыщенных жиров, что содержится в сыре и жирных молочных продуктах, на ненасыщенные жиры, поли и мононенасыщенные жиры, связана с уменьшением риска ишемической болезни сердца. Небольшое исследование, опубликованное в журнале Американской диетической ассоциации, показало, что замена насыщенных жиров на высокоолейное подсолнечное масло снижает уровень плохого холестерина и триглицеридов. У испытуемых также наблюдался более низкий уровень воспаления. Есть вероятность того, что масло, содержащее не менее 70% олеиновой кислоты, снижают ишемическую болезнь сердца, но это требует дополнительных научных проверок. Подсолнечное масло также является источником линолевой кислоты, незаменимой жирной кислоты, которую необходимо получать из пищи, мы не можем производить ее сами. Замена насыщенных жиров в рационе линолевой кислотой также связана с более низким риском сердечных заболеваний. В последнее время в интернете, особенно в англоязычном, часто встречаются нападки на подсолнечное масло. Якобы многие потребляют гораздо больше жирных кислот омега-6, чем омега-3, которые содержатся в рыбе, орехах и семенах, и предполагается, что этот дисбаланс способен привести к воспалению в организме. Но исследования показали, что жирные кислоты омега-6 не усиливают воспаление и могут его, в некоторых случаях, даже уменьшать. Поэтому, хотя увеличение употребления жирных кислот омега-3 полезно, это не должно происходить за счет употребления меньшего количества омега-6. Значит, в умеренном количестве подсолнечное масло хорошо для большинства. Всем огромное спасибо за просмотр, и если информация была полезна для вас, подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи и пока!